Но иногда тайминг очень спасает. Да! Вот и пример наглядный вам. В целом, как все и сказано, 1270. Сегодня у меня для вас есть очень интересная новость. Вы можете написать мне в личку, и я вам скину секретный код для Pocket Option, который поможет торговать вам в плюс. Так что прямо сейчас переходите по ссылке в описании, там Telegram, пишите мне в личку, и будет секретный код. Только у вас. Ну а мы тем временем просто также со старта давайте, вот я открыл Pocket Option, настроим с вами быстренько все индикаторы. Если что, все индикаторы только в Telegram-канале. Сколько раз говорил, мы сейчас индикаторы на роликах больше не показываем, это тратит очень много времени, поэтому если вы хотите настроить индикаторы точно так же, как у меня, добро пожаловать в Telegram-канал. Тем не менее, быстренько сейчас я выставлю свои индикаторы, мы будем с вами работать параболик, Келтнера выставим и фрактал. Ну а сейчас у нас идет настройка. Все индикаторы и периоды находятся в телеге по ссылке в описании. Линия CIP у нас выступает сейчас в роли поддержки, 75 баксов на рост. А вот среднюю линию канала пока еще преодолеть у нас не получилось. Цена получается у нас, грубо говоря, заперта между этих двух уровней. Но мы наблюдаем пробой вверх. Пробой средний у нас был после коррекции, после того, как у нас все рухнуло. Сейчас наблюдаем рост и возвращение обратно. Я думаю, сейчас мы даже будем пробивать среднюю линию. Но в любом случае нам главное, чтобы у нас что? Наша линия пошла просто выше точки входа, и это будут плюса. Заходим мы по минуту. Свечи у нас также, если что, выставлены по минуте. Потому что у некоторых, например, у вас они могут быть сейчас выставлены по 30 секунд, например. И вы будете думать, почему-то график у тебя немного другой. Потому что у меня свеча, одна свеча, это 1 минута. То есть минута проходит, вот вы видите, М1 написано. Как только этот таймер заканчивается, начинается новая свеча. Поэтому сейчас, пока идет рост падения, это все одна свеча по 1 минуте. 144 бакса есть. Погнали к следующей валютной паре. И здесь, кстати, очень интересный график от верхней прям в нижнюю. Отбой от зоны поддержки. Видим как раз таки скопление на этих уровнях фрактала. Плюс выход из близкой зоны перепроданности по демаркеру. Опцион давайте с вами на 100 баксов в рост ставим. Как-то она у нас очень сильно прыгнула с верхней. Пробила среднюю и почти нижнюю. От нижней, кстати, оттолкнулась, пошла на рост. Опять немножко рухнула. И сейчас, собственно, мы идем на рост, на пробитие средней. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Не забывай, секретный промокод действует только сегодня. Ссылка на Telegram в описании под роликом. Пиши мне в личку. Я тебе скину. Так, ну в целом тут все понятно. Закрепимся на средней, наверное, на время. Потом пойдем опять вниз, потом уже опять наверх. Но нам это не интересно. Мы пойдем с вами к следующей валютной паре сейчас после этого опциона. Потому что на одном месте мы долго не задерживаемся. Во-первых, потому что можно через время ошибиться, а нам нужно сделать бабки. Давайте следующее. Мой любимый рубль к еврику. Мы с вами здесь что видим? Ожидаем отбоя от средней линии канала вверх. Чуть сняли вообще перекупленность по осциллятору. Давайте на повышение с вами пойдем. Только у нас уже есть $236, да? Мы как бы не стоим на месте. Мы, работаем. Поэтому погнали 180 баксов в лонг. Заходим также на минуту. Минута самая оптимальная, как мне для роликов, так и для, наверное, средней торговли. То есть не начинающий прям, не опыт, средняя торговля. В целом, я думаю, кого вы не спросите, кто торгует на покете, они все заходят по минуте. Я проводил эксперимент, я заходил на покет по 5 секунд. Это просто был дичайший ад, но мы каким-то чудом вышли в плюс. Анализировать там надо именно вот точечно по секундам. Вот в данный момент это очень тяжело было, но мы вышли в плюс. Можете, кстати, найти этот ролик, попробовать на канале. Самое, что интересно, это вот когда ты уже понимаешь, что опцион у тебя в плюс выходит, и ты просто тупо сидишь и ждешь, когда же он закроется. Ну все, он зафиксирован, как бы это плюс 100%, просто вот единственный тайминг, да. Но иногда тайминг очень спасает, потому что не хватает. Мне один раз, я зашел в лонг, все пошло вниз, и буквально секунда меня спасла, она отросла резко. Идем дальше. Здесь все понятно, очень сильный нисходящий тренд. Цена никак не может у нас находиться выше средней линии. CIP у нас за дальнейшее движение. Самое главное, что запас хода по демаркеру есть, поэтому давайте с вами пойдем. 240 баксов.
на шорт. Сейчас нижнюю будет пробивать. Я думаю, даже вот нижнюю, смотрите, она пробивает, причем уверенно пробивает. Ну, собственно, поэтому подыгрываем. Вот зачем ты отросла, типа, когда я зашел? Вот это самая неприятная точка входа, когда ты входишь на нижней границе, она отрастает, а ты в шорт идешь. Вот нахрена ты это делаешь? Скажи, пожалуйста. Мы же с тобой прекрасно понимаем, что ты все равно пойдешь вниз. Так зачем ты меня нервируешь сейчас? Скажи, пожалуйста. Для чего? Мы же с тобой прекрасно знаем, что у тебя нет выбора. Мы все прекрасно это видим. Ребятки заходят в шорт тоже, потому что тоже это видят. Те, кто пользуется моим телеграм-каналом, там вообще, блин, миллионеры уже одни остались. Зачем ты нас нервируешь, объясни мне? Вот, кстати, ситуация, про которую я и говорил, где секунда спасает, это походу она. Или нет? Да! Вот и пример наглядный вам про то, что я и говорил. 618, 16 показалось, долларов. Быстро. Вот это та ситуация, та секундочка. Давайте с вами дальше пойдем. Я говорю, она нервировала просто так, знаете. Ожидаем пробой, кстати, здесь в средней линии канала Кельтнера, поэтому CIP уже дал сигнал на покупку. Давайте открываем с вами быстренько в рост, опцион на 350 баксов. И, собственно, поиграем. Ну, это Pocket иногда любит понервировать. Ну ладно, не Pocket, вот эти вот валютные пары, да, у нас. А иногда прям вот держит тебя, чтобы ты не расслаблялся, чтобы ты вот так сжимал всегда свою жизнь. Ну а что поделать? Не мы такие, большие деньги такие. Ну, верхнюю мы не пробьем, мы, скорее всего, сейчас чуть-чуть закрепимся вот где есть, пойдем чуть вниз, но явно точно не ниже точки входа нашей. Рост идет, сейчас закрепится где-то вот в этом уровне. Но у нас было очень большое падение, поэтому надо расти. Ну, закрепился, все. В целом, как все и сказано, как в книге, как книгу читаю, просто смотрю на этот экран. Все понятно. Давайте вернемся, наверное, с вами к моей любимой валютной паре. Это рублик. Люблю рубль. Помогаю ему расти. Ну, сейчас посмотрим, наверное, что он. Ну, 78, да, мы даже трогать не будем. Вернемся к рублику. Ну, рублик. Очень сильный нисходящий тренд. На него перепроданность по осциллятору не влияет. Так как, очень сильное движение с крупным продавцом. Индикаторы у нас за шорт. Собственно, а мы кто такие, чтобы это делать? 400 баксов на шорт. Вы же, например, когда вот посуду моете и понимаете, что с моющим средством она лучше и чище становится, вы же не делаете так, что а вот не буду я мыть посуду, поем с грязной. Здесь то же самое. Ты прочитал, видишь нисходящий тренд. И все, и заходи в него, зарабатывай бабки, пока он есть. Зачем идти против? Зачем, например, вижу нисходящий тренд, мы видим, что у нас очевидный сигнал на шорт. Нахрена мне заходить в лонг сейчас? Вдруг отрастет? Это не так работает, немножечко. Не забывай, только сегодня. Пиши мне в телеграм-канал в личку, по ссылке в описании прямо сейчас переходи, и я вышлю тебе секретный код, который поможет торговать в плюс. Ну а мы 1270. Только сегодня. Повторюсь. А я пошел. Пока.